Объявленная тема, она как-то звучит довольно странно, скажем, для самого меня, потому что все эти три термина или категории совершенно как бы аномальны для современного человека. Что такое там апология или апологетика, мученичество, еще хуже, а уж совсем последнее дело — это возмездие. То есть все эти термины вообще для современного человека, что они значат и зачем они? Да и вообще, какое отношение они имеют к искусству? Эпоха искусства беспредметного и чистого искусства, которая началась со времени романтизма, она занимает в истории человечества и в истории развития искусства совсем немного времени. Да, это такой только маленький его как бы этап. Может быть, это как бы наиболее высокий уровень осмысления самого творчества, но тем не менее прошедшие, например, там, почти 2 тысячелетия, связанные в первую очередь с христианским искусством, да, они, конечно, имели за собой завоевания в области формальной, безусловно, да, развивались разные стороны формальные в искусстве, но тем не менее всегда оставалась некоторая такая концептуальная сторона. То, что потом, например, и в концептуальном искусстве нашло свое воплощение, когда, скажем, был выдвинут вот термин, характерный для искусства, может быть, средневекового, о том, что искусство — это есть развитие не форм, а смысла и содержания. Да? Поэтому я буду сегодня говорить о некоторой содержательной стороне. Есть два типа памятников, которые мы будем с вами рассматривать: еврейские и христианские. Вот. И, по сути дела, сегодняшняя лекция — это некоторый, как мне кажется, диалог, апологетика. Это необходимость доказать преимущество своей культуры или своего бога, или своей религии. Да? Вот это как бы и есть апологетика. Это вообще очень сущностная вещь, особенно когда проходит или идет процесс становления, когда появляется некая новая форма культуры или некая новая форма религии, или некий новый социум. Он должен себя как-то позиционировать, он должен себя продемонстрировать окружающим народам и доказать либо свое преимущество, либо свое первенство, либо свою преемственность с какими-то другими явлениями. Собственно говоря, это и есть апологетика. Пример, который тоже характеризует вот это понятие апологетики. Это особенность, это величие как бы Бога, как бы христианского и Бога еврейского на самом деле, который может совершить чудо. И эти чудеса, они превосходят все те чудеса, которые знали до сих пор все другие народы. Например, слева перед нами это такая сцена из катакомбы Виа Латина. Это римская, это христианская катакомба в Риме. И это пророк Даниил, да, который, как вы видите, вот находится в львином рву. И, конечно, с ним ничего не происходит. Почему? Потому что на самом деле он находится под протекцией Бога. Над ним Бог. И он как бы ничего, львы его не разорвут, в печи никто не сгорит, да, потому что вот эта протекция Верховного Бога, она выше, чем, вообще говоря, какие бы ни было боги языческие. Он остается цел и невредим. А справа перед нами тоже фреска, роспись синагоги. Тут тоже речь идет о том, что Бог, как бы еврейский, естественно, Бог, да, он позволяет оживить даже мертвого. Он позволяет оживить мертвого. Это сцена, когда пророк Илия, или Ильягу на иврите, вот он берет мертвого младенца из рук вдовы, а вверху вы видите рука. Вот это и есть, вот эта протекция, вот это и есть апологетика. Вот это как бы буквально изображение неких апологетических моментов, связанных с величием и силой еврейского Бога. Он вдыхает в него душу и возвращает его в жизнь, и возвращает вдове уже
живым и здоровым человеком. И сила этого изображения была настолько велика, что те исследователи, которые его нашли, увидели рядом с ним еще и граффити. Огромное количество граффити, знаете, просто процарапанных надписей. Люди приходили в эту синагогу, чтобы увидеть это изображение как некоторый факт, чисто исторический. Да? То есть изображение, скажем, картина или рисунок той эпохи, оно несло такой же фактологический за собой аспект, как фотография. То есть это реальное событие. Вот люди расписались: да, мы были, мы видели, наш Бог самый великий. Там подписи такого рода присутствуют под этим изображением. Вот как бы примеры того, как, скажем, в этих культурах работают такого рода представления. Бог этот велик настолько, что он позволяет выйти из сложных ситуаций и поразить как бы врагов. Да? То есть это Бог, который еще и поражает врагов. И вот, может быть, впервые на самом деле мы просто не знаем более ранних изображений. Вот в этом, условно говоря, иудео-христианском таком иконографическом пантеоне появляется новый тип изображений. Изображение, где роль некого возмездия, который с помощью как бы людей, но при наличии вот этой божественной протекции совершается над врагами. Да? Здесь мы видим две сцены, которые потом проходят буквально через всю еврейскую историю. Они очень важны для понимания. То есть одна сцена, которая относится к празднику Пурим. И здесь мы видим, как поверженный на самом деле вот Аман, он изображен в виде такого раба слева. Да? Это Аман, который ведет под усы лошадь, на которой восседает победивший благодаря чудесным, значит, вот, событиям. И благодаря, конечно, все эти чудесные события происходят только под рукой Всевышнего. Да? И на ней изображен вот в виде такой царской персидской одежды. Это Мордехай, второй еврейский герой как бы этой сцены, который становится как бы победителем, а поверженный враг вот ведет под усы коня. Другая модель, которая действительно связана с некими особенностями уже христианского мира, и сейчас это, мне кажется, понятно будет почему, да? Она связана с отдельным термином, она связана с проблемой мученичества, то есть с проблемой жертв невинно убиенных, которые становятся в каком-то смысле важным представлением вот этой нового религиозного сознания. И вот тут происходит одна интересная вещь. Происходит некоторое разделение двух традиций. Для еврейской традиции вот эти мученики, а, собственно говоря, если мы с вами откроем любой словарь, связанный с иудаизмом, мы вообще слово «мученичество» там не увидим. Нет, этого термина нет. То есть у евреев как бы нет термина «мученичество». Потому что смерть, которую принимает на себя человек, она носит совершенно определенный вот такой термин. Это смерть во имя прославления имени Бога. Называется кидуш Ашем. Это некоторый особый тип смерти. Христианская церковь вот этих самых людей, которые прославляли имя Бога ценой собственной как бы гибели, да, возвела в ряд христианских мучеников. И таким образом, на самом деле, церковь стала создавать культ мучеников. Культ мучеников в значительной степени нам понятен, потому что... Да, нет, на самом деле можно показывать тут довольно много. Это Гуго ван дер Гус, это все более поздние явления. Или, например, вот эта такая великая картина со всеми страстями, это дюреровская картина большая, да, где показаны все виды мучений, которые, значит, вот, язычники, римляне совершают над христианами. Все это более поздние явления. А вот понятно, что в основе всего этого явления лежит мученическая смерть Иисуса. Да? То есть на самом деле христианская церковь как бы всех мучеников, она уподобляет мученической смерти Иисуса. То есть все последующие мученики в той или иной степени уподобляются мученической смерти Иисуса на кресте. Да? И с этого момента вот эта проблема дидактики, связанная с тем, что
сам культ мучеников становится просто, по сути дела, некоторым народной формой религии. И если переходить на форму языка искусства, то, может быть, наиболее распространенные сюжеты во всем христианском искусстве, начиная вот с эпохи раннего Средневековья и заканчивая довольно поздним временем. Это сюжеты, которые связаны с вот этими мучениками. Где оказываются во всем этом, значит, пути евреи? Как я уже вам показал ранее, аспект мученичества в еврейских памятниках, он практически отсутствует до поры до времени. Его как бы нет. Есть вот эта апологетика, которая связана с величием Бога. Есть апологетика, которая связана с возмездием Бога над врагами. А сцены мученичества нигде не присутствуют. Эту нишу, эту лакуну занимает христианское искусство. Оно как бы целиком движется по пути вот этих самых изображений страстей, мучений. И в каком-то смысле это становится частью апологетики христианского искусства, куда добавляется еще один очень важный элемент, довольно быстро. Поскольку, скажем, первый христианский мученик, реальный, святой Стефан, был забит камнями в Иерусалиме, то как бы появляется возможность со стороны христианской церкви направить или перенаправить вот эту чашу возмездия на совершенно конкретных людей. То есть возмездие переходит на ту группу людей, которые вот этого христианского мученика, скажем, подвергло мучениям, а также подвергло мучениям главного как бы персонажа христианской религии. Вот вы видите вот это лицо. Да? Оно не оставляет сомнений в его национальной принадлежности, да? Который вот так радуется как бы происходящему событию. Вот. А здесь, как вы видите, есть еще два персонажа, которые тоже нам совершенно понятно, кто они. Плюс, ко всему прочему, средневековое христианское сознание, оно же устроено таким образом, что мыслит символическими формами, да, и читает символические формы. Скажем, вот эти две шапки, которые на них одеты, это как бы такая нормальная форма, в которой изображается в германских, например, там, фресках или рукописях евреи. То есть вот, собственно говоря, те самые персонажи, те враги, которые являются этими самыми, которые приводят к мучениям. Это ничего, что, вообще говоря, первые вот эти святые христианские, уже, которые лежат там в земле, они, собственно говоря, являются еврейскими людьми. Это не важно. Происходит некоторое, вообще говоря, смещение представлений. Возмездие, как вы знаете, возмездие в христианском сознании — это одно, да, это страшный суд. Это суд, который будет в конце времен. Это как бы божественный суд. Вот, собственно говоря, то самое возмездие, которое ждет буквально всех. Но в первую очередь понятно, что при этом это суд и это возмездие, оно как бы амбивалентно. Есть те, которые попадают в рай, есть те, которые попадают в самые разные как бы, такие, места, близкие к раю, попадают в чистилище, а есть те, которые попадают прямиком в ад. И прямиком в ад, вот это как бы такая гиена. Вы видите, те же самые персонажи в шапках, они просто попадают в ад. Над ними совершается возмездие. Акт возмездия здесь как бы совершенно конкретен. Появляются новые мученики, которые являются жертвами. Они являются жертвами евреев. И вы видите, это две картины. Одна из них это из Сандомежа. Сандомеж — это место в Польше. Это такой средневековый костел. Это картина 17 века, где вы видите вот таких злобных евреев, которые спускают кровь из христианского младенца. Да? А это очень популярная христианская рукопись, которая, это гравюра из Нюрнбергской книги конца 15 века. Вот вы видите совершенно, да, это история о трентском младенце, который стал таким мучеником и святым. Дело в том, что все вот эти самые персонажи, как и первохристианские мученики, их таких набралось довольно много, скажем, там к 17-18 веку практически каждый регион хотел иметь своего мученика. Если его как бы не было, то он создавался. Он создавался, и на самом деле мучители были те же,
а как бы разряд мучений тоже был соотнесен с разрядом мучений Иисуса, то есть опять же происходило какое-нибудь там прободение вот здесь ребра и так далее. Да? То есть вот все те же самые типовые аспекты, связанные с мученичеством на кресте, они были перенесены на вот этих самых младенцев. Это парадокс реальный, потому что на самом деле мученики, которых изображают в церквях, это по большей степени, включая евангелистов, это евреи. Новые мученики, которые появляются в церквях, это новые как бы, это те христиане, которые жили много позже, но мучителями становятся те, которые были раньше как бы мучениками. То есть тот народ, который был вообще в основе своей народом-мучеником в христианском сознании, становится народом, который является мучителем, тем народом, который требует возмездия. И появляются сцены возмездия. Это такие же сцены возмездия, как если бы рядом, если мы сопоставим с вами сцены мучений христианских мучеников и увидим вот эти сцены, которые становятся очень популярны. Они появляются во фресках, они появляются в росписях, они появляются в книжной миниатюре. Это сцены народного гнева и народного возмездия над мучителями, то есть над евреями. Это процесс в Нюрнберге, да? Когда, вообще говоря, там были выкопаны огромные ямы, все население еврейское было туда согнано. Это в XII веке происходило, да, и все, оно вот сжигается, вы видите, как это все происходит. Но это уже не мученики, это на самом деле акт реального такого возмездия. Вы чувствуете, как здесь происходят некоторые, да, такие сдвиги совершенно парадоксального характера. А это, скажем, там знаменитый погром во Франкфурте в XVI веке, когда все еврейское население Франкфурта тоже было как бы избито в течение некоторого времени. Ну и дальше огромное количество разных книг дидактического свойства, которые показывают все виды мучений, которым, как бы, с одной стороны, должны были подвергаться мученики, но это те виды мучений, которым подвергаются евреи, как мучители. Наконец-то мы переходим к той, к другой стороне. Что же на самом деле происходит в еврейских памятниках, в еврейском искусстве? Потому что, вот я вам показываю, понятно, что я выбрал. Понятно, что, вообще говоря, не все христианское искусство характеризуется, скажем, только вот тем, о чем идет речь. Там есть еще много всего другого. Но как бы такова логика вот, моего сообщения. Что вот мы смотрим совершенно определенные категории социально-исторические, да, или духовные, которые воплощаются в памятниках искусства. И смотрим, как они реализуются, как они связаны между собой. Что происходит у евреев? Как они вообще реагируют на вот эти самые события? Когда вдруг они стали этим самым народом, который, по сути дела, самими собой воспринимается как мученики. То есть во всех этих сценах, где для христиан они мучители, евреи-то являются мучениками, они являются стороной страдающей. Все гонения, особенно, например, во времена эпохи крестовых походов, практически во всех городах, крупных городах, в Вормсе, Реймсе, Регенсбурге, Майнце, Франкфурте, происходит либо избиение, либо изгнание. Но, как правило, изгнание сопровождается таким почти тотальным уничтожением еврейского населения в этих городах. То есть крестоносцы еще прежде, чем отправились дальше, разобрались с еврейским населением, как с теми, кто был мучителем Бога. И, безусловно, в каком-то витальном духе у евреев это тоже начало находить некое воплощение. Но при этом средние века и еврейские мастера как бы работают с языком иносказательным. То есть никаких таких прямых сцен, расчлененок, убиений в еврейском искусстве, в еврейских памятниках нет. Язык достаточно метафорический. И все те события, которые происходят вокруг них, они выражаются в памятниках, они отражаются, но с помощью разного рода аллегорий. И среди многообразных иллюстраций есть, например, вот такая сцена. Вы видите, эта сцена — это пиют, это как бы такая поэтический текст, который называется, к Лане как бы обращается, к возлюбленной Лане, Аелет Агава. Это возлюбленная Лань, это как бы и есть народ Израиля.
То есть вот это такая метафора, которая приходит из псалмов. То есть как бы так Бог к своему народу обращается. И вы видите вот этот гон, охотничий гон на вот эту самую возлюбленную лань. Вы видите этого страшного такого дьявольского охотника, да, с такими совершенно вот, ну, дьявольские лапы у него, куриные черные лапы с собаками, которые гонят вот эту лань. То есть эта сцена как бы становится вот этой аллегорией гона, да, аллегорией преследований. То есть здесь есть вот эти гонители и есть жертва. Жертва слева и как бы гонители вот эти самые. То есть метафорический образ всех народов на самом деле. В этом вот страшном охотнике, который мы видим с собаками, он как бы воплощен. Причем гон происходит на каких-нибудь таких мелких животных. Это уже не обязательно там олень или лань. Это может быть какой-нибудь заяц, да, или там какое-то мелкое такое пушистенькое животное, вот, которого преследуют вот такие страшные эти самые существа, собаки в частности. То есть это аллегория того, что происходит. Но кроме аллегории, конечно, есть и появляется изображение иллюстративные, скажем, да, то есть нарративные, которые иллюстрируют текст. Но и здесь, как правило, евреи остаются в рамках некоторой иносказательности. То есть они осовременивают некоторые события, которые происходили там 1000–1500 лет назад. Да? То есть нет прямой иллюстрации того, что произошло в Вормсе, скажем, там 10 лет назад. А иллюстрируется как бы библейский текст или текст Агады. Это текст пасхальной же Агады, да, где рассказывается вот о том, как фараон умерщвлял там или бросали в реку всех первенцев по указу фараона еврейских. И вы видите страдания, как бы вот изображены еврейских матерей. Это так называемый, это итальянская рукопись 15 века, вот слева от вас, и вы видите, как это вот изображено драматически. А это рукопись из Испании. Это рукопись из Испании 14 века, вы видите, вот как бы врага, который там бросает еврейских младенцев. И надо сказать, что вот таких испанских рукописей с изображением таких сцен довольно много. Вот еще две рукописи из Испании, обе они относятся к началу 15 века, и здесь вы видите умерщвление младенца вот, врагами еврейского народа. При этом обращаю ваше внимание, что всегда эта сцена как бы персонажи осовременены. Они являются как бы вот, да, они костюмированы так, как те персонажи, которые живут вот в то самое время, когда это изображение происходит. Но надо иметь в виду, что наряду вот с этими сценами появляется большое количество в еврейских памятников автоматических сцен возмездия. И это уже сцены, которые художники рисуют с большим вкусом и с большим чувством, вообще говоря. Сейчас я вам покажу несколько таких, да, вот как бы сцен возмездия. Причем эти сцены возмездия тоже, они всегда привязаны не к каким-то историческим событиям современности, они как бы привязаны к этим событиям, которые разворачивались на долгой такой многострадальной истории еврейского народа. Да, это, например, казни, которыми Бог поражает египтян, да, ну, в частности, там, фараона, но и египтян вместе с ним. Да, это вот изображение 10 казней в одной из пасхальных агод сефардских. Вот, например, замечательные сцены. Дело в том, что вот это возмездие, о котором идет речь, это не то возмездие, которое находится в руках человека. То есть в представлениях как бы в еврейском сознании и то, как это реализуют мастера, это возмездие находится в руках Бога. А человек является только исполнителем, он только посредник. То есть сам Бог совершает возмездие над врагами. Да, вот вы видите, например, это над Египтом летает ангел и разбрасывает вообще говоря, огонь и кровь. Это ангел, который послан Всевышним, это не человек. Но перед вами средневековый город итальянский, вы видите, да, то есть это никакой не Египет. Вот. Или вот эта вот сцена, где первенцев, где Бог поражает первенцев египетских, вот, во всех семьях, например, да, как некоторый акт возмездия. Особую как бы такую всенародную любовь, да, и многообразное исполнение приобретают другие события. Вот события этого праздника Пурим, о котором мы говорили, да, там, где Аман вел под усы коня Мордехая.
Эта сцена уже не так актуальна для такого вообще травмированного сознания средневекового, поскольку как Аман, так и его сыновья в итоге были повешены. Так вот, сцена повешения, как некоторый такой акт возмездия, она приобретает очень широкое распространение в еврейских рукописях. Они очень красивые. Это рукопись исполнена в Италии. Вы видите, как красиво на деревьях висят сыновья Амана, а вверху висит Аман. Эта рукопись, это тот же самый Воромский Махзор XIII века. Вот они так затейливо вплетены, скажем, в это самое дерево. И дальше мы можем с вами увидеть, это Дрезденский Махзор. Вы видите, как они тоже вписаны в это самое дерево. И на самом деле у этого есть модель. Модель у этого христианская. Модель это интересная. Потому что это как бы, знаете, этот образ древа Иессеева. Да? Собственно говоря, это родословно Иисуса на самом-то деле. Иессей это отец царя Давида. Вот он лежит, из его лона вырастает дерево. И дальше в ветвях как бы все те посредники, которые приводят, значит, да, вот к появлению христианского Бога. То есть на самом деле у вот этой самой еврейской модели с повешенными является вот такая, да, очень интересная история. На самом деле и за этим стоят, в общем, нормальные вполне себе такие христианские модели. То есть ничего такого евреи не придумали в этом плане, да? Потому что вот, например, это тоже рукопись из Нюрнберга, где вы видите сцену с повешенными евреями. Вот они висят так, как потом евреи развешивают сыновей Амана, да? А это знаменитая картина из народного такого эпоса, так называемый казак Мамай. Много таких картин сохранилось, но не все они изображают повешенных. Вот у него там есть два персонажа. Видите, вот он как бы... Он свободный, акт возмездия совершен. Вон там висят два, значит, персонажа. На самом деле это жителях. Вот. Они как бы являются... Они маркируют как бы, да, акт вот этого народного возмездия над этими персонажами. И, собственно говоря, вот эти картины, эти модели, они являются теми, на кого опираются еврейские художники и мастера, когда развешивают сыновей Амана. Но мне хотелось еще об одном аспекте сказать. Дело в том, что, вот, как правило, все вот эти сцены, которые появляются на еврейских памятниках, они являются реакцией на какие-то произошедшие события. То есть вот Вормский Махзор и целый цикл вот этих молитвенников, Махзоров или Сидуров с повешенными сыновьями Амана, они все относятся к одной эпохе. Они являются буквальной реакцией на крестовые походы и на убиение и изгнание евреев. Да? Появление сцен в вот этих рукописях из Испании, они являются реакцией на изгнание евреев из Испании. И существует еще одна, например, эпоха, когда евреи отражают вот в своих памятниках некую реакцию на происходящие события. То есть это мученичество и возмездие находит опять свое иносказательное выражение в росписях синагог и в некоторых рисунках в Восточной Европе. Все это является по времени, это буквально является следствием казацких войн, да, Хмельниччины, в результате которой, вот, в общем, это была ведь, по сути дела, такая же катастрофа для евреев, как и катастрофа Второй мировой войны. Да? То есть, в общем, 2/3 населения было вырезано. Возрождение началось лет через 50. И вот, как это ни парадоксально, одним из главных сюжетов, который появляется в росписях синагог, является вот такой сюжет, где хищник, вы видите, вот тут, например, да, вот он из стада уносит какое-то мелкое животное. В росписях огромных таких панельных росписях синагоги в Ходорове. Вот сцены. И вот сцены. И основные сцены, которые, вообще говоря, выполняются мастерами, это сцены, когда хищники или какие-то такие довольно уродливые существа похищают такое мелкое животное из стада, да, эти там зайчата, гусята, птички вы видите здесь. Вот эта сцена, это разные синагоги. Это синагога в Ходорове, это синагога в Гвоздеце, вы видите, хищник когтит этого самого зайца.
а это как бы синагога в Каменке. Они все, примерно все, начала XVIII века, от 1714 года до 1735 года были расписаны эти синагоги. Здесь изображен как бы такой разрушенный Иерусалим и вот хищные лисы, которые уносят этих мелких зверьков. То есть аллегория здесь просматривается очень ясная, да? То есть вот эти народы, которые гонят народ Израиля, и вот все вот эти самые мелкие зверьки, а видите, какой этот ужасный хищник, вот это как бы, да, это некоторый образ врага такой собирательный. Я вам хочу показать, как, например, вся вот эта историческая модель, которая существует на протяжении буквально там, почти 2 тысячелетий, неожиданно возникает и реализуется в искусстве профессиональных художников. Да? Художников, отчасти традиционных, отчасти профессиональных, в начале 20 века или в первой половине 20 века. Это художник такой по имени Шик, он родился в Лодзи в 1870 году. Вот. И он был, да, и он как бы миниатюрист. Он сделал очень много, книжный график, на самом деле, по сути дела. Человек, который изучал средневековую миниатюру очень тщательно, такой вот как бы намеренно еврейский как бы художник. И в 1942 году вот он создал такую, эту самую Мегилу, свиток Эстер, посвященный, значит, вот событиями праздника Пурим. Вы видите, вот он сидит на фоне этой самой виселицы, да, а это перед вами Мордехай ведет Аман, он как бы такой фашист со всеми его регалиями. Там свастики у него, черепа и так далее. И вы видите, что на самом деле вот эта парадигма, он не знал этого изображения, да и никто его не знал, потому что в ту эпоху эта синагога еще не была открыта. То есть на самом деле эта парадигма как бы такого возмездия, да, она проходит через еврейское сознание поразительным образом на протяжении самого разного времени, возникает и реализуется практически в одних и тех же формах. Можно было бы еще много других форм показать, которые удивительным образом реализуются в разные эпохи в связи с тем, что, вообще говоря, эпоха предлагает самим людям. Но, как мне кажется, вот эти 3 понятия, на самом деле 2. То есть понятие мученичества и возмездия, которые в каком-то смысле компенсируют или заменяют одно другое. То есть в еврейском сознании, вот отвечая на ваш вопрос отчасти, отвечая, действительно идея мученичества, она не актуальна. Ее как бы не существует, потому что гибель во имя Бога, вот эта кидуш Ашем, она предполагает автоматически возмездие. Да? То есть, собственно говоря, возмездие, которое следует за этим, оно является заменой. Оно является как бы вот таким актом дуальным. И в этом кардинальное отличие. Если не искусство, потому что я по-прежнему не знаю, что такое еврейское искусство, но в этом некое радикальное отличие сознания, скажем, сознание, которое реализуется и у художников, ибо художники — это часть народа. То есть это некоторые такие принципиальные различия, которые имеют место между памятниками теми и другими. Thank you.